Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. В этом году православные христиане будут отмечать светлый праздник Пасхи в мае. Я заранее хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного пасхального кулича. В миске 160 грамм черного изюма. Количество и сорт изюма по вкусу. Изюм я предварительно залила горячей водой, помыла и просушила бумажным полотенцем. У меня изюм крупный, поэтому я его нарезала на более мелкие кусочки. Заливаю изюм 40 граммами коньяка. Можно использовать ром. Перемешиваю и оставляю минимум на 12 часов, чтобы изюм вобрал в себя спиртное. Накрываю миску крышкой и оставляю на столе до утра. Готовлю опару. Здесь 30 грамм прессованных дрожжей. Если у вас сухие быстродействующие дрожжи, то возьмите 9-10 грамм. Дрожжи я замораживала, поэтому после разморозки они выглядят не очень привлекательно. Добавляю 1 столовую ложку сахара и лопаткой смешиваю дрожжи с сахаром. Так дрожжи лучше растворятся в опаре. Добавляю 200 мл теплых сливок жирностью 10%. Если сливки заменить на топленое молоко, то в итоге получится александрийское тесто. Так что это тесто можно назвать александрийским тестом на сливках. Температура сливок примерно 36-38 градусов. Перемешиваю до растворения дрожжей. Накрываю миску крышкой и оставляю на столе на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать. Здесь 120 грамм размягченного сливочного масла. Жирность масла 82,5%. Масло не должно быть растопленным, должно быть просто мягким. Венчиком размять масло у меня не получилось. Разминаю его лопаткой. Добавляю часть сахара. Всего сахара 160 грамм, включая столовую ложку, которую я добавила в дрожжи. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. За исключением сливок, остальные продукты в рецепте комнатной температуры. По одному добавляю 3 яйца. Перемешиваю до объединения ингредиентов. Когда первое яйцо вмешалось, добавляю следующее. Лопатку убираю и перемешиваю венчиком до однородности. Добавляю третье яйцо и продолжаю перемешивать. Также по одному добавляю 2 желтка. Перемешиваю до однородности и растворения сахара. Забыла сказать, что у меня яйца категории СО. Дрожжи проснулись, образовалась пенная шапочка. Добавляю их в масло и хорошо перемешиваю до однородности. Накрываю пару пищевой пленкой и оставляю на столе на 8-12 часов. Оставляю пару до утра. Утром моя опара выглядит вот так. Сверху она маслянистая, а при перемешивании шипит и пузырится. Добавляю пол чайной ложки соли, 10 грамм ванильного сахара, это примерно 2 чайные ложки, цедру 1 лимона, можно использовать цедру апельсина, все это по вкусу, и 2 столовые ложки меда.
По весу это 40 грамм. Но это позволит куличу дольше не черстветь. Перемешиваю до однородности. В миске 500 грамм просеянной пшеничной муки. Муку добавляю небольшими порциями, повторно просеивая. После каждого добавления хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Сначала тесто перемешиваю венчиком. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Дальше тесто мешу лопаткой. Поднимаю муку с дна миски и разбиваю комочки. Муки недостаточно, добавляю еще. В этой миске 110 грамм муки. Добавляю часть и продолжаю вмешивать муку в тесто. Муку я добавила всю. Вы смотрите по консистенции теста. Может быть, вам потребуется муки чуть больше или чуть меньше, в зависимости от влажности вашей муки. Всю муку вмешала, тесто вязкое и липкое. Руками месить его не хочется. Буду месить ручным миксером. Если у вас есть стационарный миксер или тестомес, воспользуйтесь ими. На момент съемки видео у меня еще планетарного миксера не было. Видео я снимала в прошлом году накануне Пасхи. Ручным миксером с насадками крюк на высокой скорости миксера вымешиваю тесто примерно 10 минут. Периодически лопаткой снимаю тесто со стенок миски и поднимаю его со дна миски, чтобы тесто равномерно перемешалось. Спустя 10 минут тесто стало более гладкое и легче отстает от стенок миски. Добавляю в него изюм. Он впитал практически весь коньяк. Жидкости осталось несколько капель. И вмешиваю изюм в тесто, чтобы он равномерно распределился в тесте. Тесто готово. Оно липкое, но имеет однородную гладкую консистенцию и собралось в комок. Миску с тестом накрываю пищевой пленкой и убираю в теплое место. Уберу в духовку с включенной лампочкой на 1,5–2 часа. Тесто должно увеличиться в объеме не менее чем в 2 раза. У меня 5 бумажных форм для выпечки куличей. Диаметр формы 10 см, высота 8 см. Качество бумаги не очень хорошее, поэтому смазываю дно и бока формы тонким слоем подсолнечного масла. Так как тесто липкое, коврик для теста смазываю подсолнечным маслом. Прошел 1 час 10 минут. Тесто поднялось. Руки я тоже смазала маслом. Выкладываю тесто на коврик и обминаю его, чтобы выпустить из теста лишний углекислый газ. Вес теста 1 кг 530 грамм. Делю его на 5 частей по 306 грамм. Формирую колобки. Чтобы изюм не подгорел, прячу его вовнутрь теста и кладу колобки в формы. Формы должны быть заполнены тестом не более чем на 2/3.
Мои формы заполнены примерно на 1/3. Тесто очень хорошо поднимается. Формы с тестом поставила на противень и отправляю в духовку с включенной лампочкой. Примерно на 1,5 часа. На подъем. После того, как тесто поднимется, не вынимая формы из духовки, устанавливаю температуру 160-170 градусов. Выпекаю в режиме вверх-вниз примерно 35-50 минут до сухой шпажки. Время выпечки зависит от вашей духовки и размера куличей. Если верх куличей сильно подрумянится, его можно накрыть бумагой для выпечки или фольгой. Первые 30 минут духовку не открываю, чтобы тесто не опало. Через 30 минут мои куличи еще не готовы. Я решила накрыть верх куличей фольгой и отправляю их в духовку еще на 15-20 минут. Куличи готовы, они выпекались 50 минут при температуре 160 градусов. Куличи поставила на решетку и даю им остыть при комнатной температуре. Готовлю глазурь для куличей. В качестве глазури буду использовать швейцарскую меренгу. Здесь 62 грамма яичного белка. Это белок 2 яиц. Добавляю щепотку соли для баланса вкуса и 120 грамм сахарной пудры. Соотношение белка к сахарной пудре 1 к 2. Чтобы сахарная пудра при взбивании не пылила, смешиваю ее с белком. Миску с белком ставлю на паровую баню. Вода в кастрюле должна кипеть не интенсивно, а мелкими пузырьками и не должна касаться дна миски. Белки взбиваю миксером до тех пор, пока сахарная пудра не растворится и температура меренги не достигнет 50-60 градусов. Взбиваю на самой низкой скорости миксера, примерно 5 минут. Температура меренги 50 градусов. Снимаю ее с плиты. Добавляю по вкусу экстракт ванили. Если будете использовать ванильный сахар, то добавляйте его вместе с сахарной пудрой. Добавляю 2 чайные ложки лимонного сока. Лимонная кислота придаст меренге более яркий белый цвет, и кроме того, это натуральный консервант. Перемешиваю до необходимой густоты на низкой скорости миксера. Сильно густую меренгу делать не хочу. Перемешиваю до устойчивых пиков. Лопаткой наношу меренгу на остывшие куличи. Меренги у меня много. Я решила использовать весь белок, оставшийся от приготовления теста. Поэтому наношу толстый слой меренги. К тому же мои близкие хотят, чтобы глазурь осталась мягкой, и ее можно было бы есть ложкой. Готовые куличи с этой меренгой лучше поместить в пакет и хранить в холодильнике. А если вам нужно сохранить куличи на более длительный срок, то после полного остывания уберите их в морозильную камеру. А глазурь наносите после разморозки. Как я уже говорила, глазури у меня много, и я решила нанести ее всю. Поэтому наношу ее в несколько слоев. Украшаю кондитерской посыпкой по вкусу. Слой глазури очень толстый. Меренга полностью не застынет. Но чтобы она хотя бы немного подсохла, оставляю на 3 часа куличи на столе. Вот такие куличи у меня получились. Глазурь мягкая, воздушная и вкусная. Она похожа на крем, как и хотели мои домашние. Куличи мягкие, пористые и вкусные. Это тесто можно назвать александрийским. Просто в нем нет топленого молока. Со сливками вкус этого теста мне больше нравится. Тем, кто не любит вкус топленого молока,
Это тесто тоже понравится. А если хотите приготовить куличи на настоящем александрийском тесте, то используйте этот рецепт, заменив в нем сливки на топленое молоко. Куличи имеют выраженный сливочный вкус. Они достаточно сытные и калорийные. А глазурь сладкая. Мои мужчины не любят питаться всухомятку. И даже пасхальные яйца едят с майонезом, чтобы они не были сухими. Поэтому от такой глазури они в восторге. И то, что она липнет, их не смущает. Зато не сухая. Хотя, как по мне, куличи не сухие. Тесто в них влажное. Ну, как говорится, на вкус и цвет. Так что глазурь, похожая на крем, тоже кому-то может понравиться. Куличи я пекла в чистый четверг перед Пасхой. Поэтому бумагу с куличей не снимаю. Так они дольше не будут черстветь. Да и мед в тесте тоже поможет куличам оставаться мягкими. Вот так выглядит кулич в разрезе. Тесто мягкое, пористое, волокнистое и воздушное. При сжимании кулич возвращает свою форму. Рекомендую вам приготовить куличи на этом тесте. Они вам понравятся. А глазурь можете приготовить любую, по вашему вкусу. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!